Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, это лето новой жизни, и мы все немножечко почувствуем эту жизнь на вкус. Какая она, понравится она нам, не очень, умеем ли мы жить по-новому или нет. Помните, вы еще несколько лет назад меня спрашивали, когда же уже все изменится, станет по-другому. Так вот, ребят, в это лето многое станет по-другому. Хотя, сказать для львов первой декады, уже не один год новая жизнь стучится в дверь, но как-то так, скажем мягко, непродуктивно, да. Ребят, это гороскоп подекадный, поэтому буду отдельно рассказывать для львов первой, второй и третьей декады. И если вы смотрите по Солнцу, чтобы понимать, да, то львы первой декады – это те, кто родился в июле, львы второй декады, кто родился с 1 по 10 августа, и львы третьей декады, кто родился с 11 августа и до знака зодиака Девы. Если же вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда знак льва делите на 3 отрезка и, соответственно, первая, вторая и третья декада. Ну что, ребят, готовы? Да, если же у вас, ребят, есть персональный вопрос, оставляйте в комментариях к видео, при этом указывайте свою дату, время, место рождения, чтобы я открыла вашу натальную транзитную карту, потому что общий гороскоп я сейчас рассказываю. Я надеюсь, всем понятно, что у нас на планете живет 700-800 миллионов львов, и все одинаковыми просто быть не могут. Потому что домарные сетки – это ваши личные показатели, которые зависят от времени, места рождения. Ну что, поехали? Готовы? Да, ребят, у нас уже мы плавно движемся все к следующему событию, которое у нас грядет. Это летнее солнцестояние. Будет оно у нас традиционно 21 июня. Это день, когда Солнце меняет знак, переходит в знак Рака. Да, кардинальный знак. И в этом году у нас, конечно же, в солнцестоянии на небе такая очень достаточно сильная комбинация складывается. Это Солнце в соединении с Юпитером в квадратурах Сатурну и Нептуну. На кого это влияет очень сильно? Конечно же, ребята, на львов первой декады. Здесь, конечно, о чем говорить, да? Вы почувствовали еще весной движение Нептуна, как он сменил знак с рыб на Овна, да, и получается такое большое, мощное, такое творческое начало делает как раз-таки Нептун львам первой декады. По сравнению с тем, что, конечно же, уже второй год Плутон у нас находится в первой декаде Водолея, то для львов первой декады, конечно же, такая мощная тряска. Плутон делает оппозицию к Солнцу в транзитной карте, дорогие львы первой декады, поэтому вас так и трясло, и вы не понимали, что происходило. Но вот теперь подошел Нептун, 25 мая присоединился к нему Сатурн, а Сатурн дает как раз-таки львам первой декады вот это настроение, когда мы беремся за дела, которые раньше у нас не получались. Было сложно, настроение не шло, вот как-то дела не спорились. Поэтому здесь, дорогие львы первой декады, станет получше. Получше станет до 1 сентября. Сатурн будет еще у нас в Овне, да, поэтому будет прекрасный вот такой аспект. Солнце в соединении с Юпитером. Все уже знают, что 10 июня Юпитер поменял знак, и год будет находиться у нас в знаке Рак. Как это влиять будет на львов? Положительно, доброжелательно, потому что тем самым будет как раз-таки подготавливать Юпитер эту почву для движения, для рывка вперед. Особенно, ребят, если вы смотрите гороскоп по асценденту, то тогда у вас Юпитер вот этот год будет идти по 12 дому, 11-12 дом, то есть поднимается вопрос, все зависит от длины, конечно, дома. У кого-то получается и 2 дома, да,
То есть как раз закрываются все высокие дома в ваших моментах жизни. Вспомните, что у вас происходило за последние 12 лет или 12 лет назад, потому что каждые 12 лет Юпитер возвращается в свое положение. То есть если вы смотрите гороскоп по асценденту, значит он на следующий год, то есть через год, будет пересекать асцендент, то есть Юпитер выйдет в первый дом. И здесь вот вам сейчас может казаться, что у вас занимают все свои важные основные дела, такие переживания, да, все свои внутренние какие-то моменты. Не хочется даже иногда делиться с окружающими, да. То есть очень много переживаете таких психологических трансформаций своих внутренних, да, либо общение с друзьями, вообще свое мироощущение в этой жизни, да, что бы вам хотелось сделать, смотрите, как ваши предки реализовывались, почему, например, у вас не получается реализоваться в чем-то, да. Это не плохо, это хорошо, если такие мысли есть в вашей голове, потому что Юпитер в Раке в этот год будет готовить таким к большим, мощным, глобальным изменениям, такую, расширять почву, потому что Юпитер в Раке — это всегда расширение нашей семейной составляющей, то есть расширение в семейной сфере. Когда Юпитер перейдет во Льва, это будет такое расширение в прямом смысле нашего «я», либо появление у нас деток. То есть, потому что Лев — это прямой знак зодиака, который про потомство, про детей, то есть про расширение своего «я» в таком глобальном эволюционном плане. Появление детей — это всегда расширение нашего «я», поэтому многие-то сейчас и не хотят детей, потому что весь фокус на себе, а когда появляются дети, дети перетягивают одеяло внимания на себя. Поэтому вот такая интересная, не философская мысль, ребята, абсолютно психологическая, почему многие боятся ответственности и детей. Потому что дети — это наши маленькие копии. И готовы ли вы к этому или нет, потому что это новый, ответственный, эволюционный скачок или рост. Поэтому здесь такая очень взрослая позиция, но многие боятся к ней прийти, потому что это ответственность, потому что это нет пути. То есть невозможно вернуться в состояние, когда у тебя снова нет детей, если они у тебя уже появились, да. Поэтому здесь мы вынуждены все расти, да, и, естественно, знак Льва растет всегда, только когда появляются дети. Если детей нет, нет вот того самого роста. Поэтому вот такие сознания и расширения, конечно же, связанные с Юпитером. Это если вы смотрите по асценденту, если вы смотрите по знаку Солнца, да, то есть вы солнечный лев по гороскопу, то, конечно же, у вас сейчас на ближайший год в голове будут такие мысли, это у солнечных львов. Это, конечно же, о расширении недвижимости, о расширении вообще своей семейной составляющей, комфорта для своей семьи, положения, как хочется жить, как жить не хочется. И это, естественно, у нас сейчас в солнцестоянии, потому что солнцестояние является такой мощной точкой, еще и с Юпитером в соединении, в квадратуре с Сатурном и Нептуном. Естественно, здесь все наши эмоции по этому поводу, переживания, чувство ответственности. Сатурн — это всегда чувство ответственности. И это всегда, конечно же, то самое стабильное, планомерное движение вперед. Да? Сатурн связан с недвижимостью в том числе. Поэтому здесь, дорогие львы первой декады, если у вас есть мысли, связанные с расширением своей жизни, с повышением комфорта, увеличением своей жилплощади, недвижимость, то львы первой декады не просто так у вас была тряска, что-то в вашей жизни менялось работа, мне даже писали обрушение, просто непонятно, что происходит, да, просто в оппозиции пришел Плутон к вашему Солнцу, и это не про то, чтобы вы прогнулись, сдали позиции и сказали: все, я устал, я ухожу, я так больше не могу. Да нет же, ребят, это на выработку своей стойкости, силы, мощи. Сейчас подключились Сатурн и Нептун. Да, Сатурн
Сатурн всего лишь на вот 3 месяца лета заглянул в Овна, но это уже как раз-таки те шаги вперед, которые можно делать к реализации своего задуманного, да. То есть здесь и недвижимость, здесь и улучшение в работе, в карьере, в статусе. И я скажу, ребята, это очень хорошо. И еще в июле у нас подключится Уран. Но не забегая вперед, сначала расскажу вот ближайшие 2-3 недели, какие события с нами на небе. А с нами сейчас в эмоциональной составляющей, конечно, распадается квадратура Марса с Ураном, поэтому если последние 2 недельки вы чудили, вам захотелось прожить на грани, будьте аккуратны, будьте аккуратны. Если можно что-то вернуть назад, восстановить, восстановите. Потому что у нас с вами, понимаете, вот солнцестояние на носу, да, и 25 июня у нас начинается новый лунный цикл, то есть Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером, и мы как бы с вами идем вперед, мы так мощно идем вперед, но при этом у нас ближайшие 2 недели, да, складывается соединение Венера-Уран. Поэтому если вы чудили и вам хотелось в личных отношениях выйти за грани, потому что Марс был во Льве и хотелось выйти за грани как раз-таки Львам 3-й декады, поэтому здесь, ребят, конечно, будьте аккуратны в том, что вы говорите, в том, что вы делаете. Знаю, что это такая, знаете, очень сложная история, потому что еще Уран, вот, который сейчас в последних градусах Тельца, и который уже буквально, я знаю, Львы 3-й декады, вы устали от этого движения, устали от этой тряски, это Уран. Вот если Львов 1-й декады заставляет двигаться Плутон, то у вас, ребята, Уран. Совсем скоро, 7 июля, Уран выйдет из Тельца, перейдет в Близнецы. И вот, знаете, Львам 3-й декады станет полегче. То есть вот это непонятное, что-то вошедшее в жизнь, как поступает Уран. Он всегда реформирует, он всегда обнуляет, он всегда заставляет находить новые возможности там, где мы уже, в принципе, сдались и считаем, что это вообще что? Это вообще что происходит? Мне когда всегда пишут, уже эмоций никаких не осталось, уже там последняя финальная петля Урана, да, и мне пишут, спрашивают: Женя, это что? Я говорю, а это новый уровень. То есть вот это всегда, когда уже, казалось бы, мы не видим выхода, нам кажется, что по всем нашим нервным клеткам проехались, и мы уже не терпим, потому что сила в Плутоне, да, как, например, там Львы 1-й декады сейчас живут, это когда мы в прямом смысле, то есть терпим, а потом все свою силу, всю мощь поднимаемся и начинаем все крушить, да, то есть либо разрушаем, либо наоборот нахрапом все берем, то, что мы считаем нам положено. А Уран — это когда эмоций-то не хватает, когда мы уже все, мы уже на нуле, не эмоции, нам уже ничего не жалко, мы уже ни за что не бьемся. И здесь приходит решение, когда мы понимаем, что это такая большая глобальная игра, да, что здесь не потому, что мы люди плохие, да, то есть у нас все обнулилось, а потому что все то, что мы тянули, оно не дает нам стимула к развитию. И вот, дорогие Львы 3-й декады, как раз-таки здесь приходит вот этот прекрасный момент, и все становится получше. Да, но до этого момента еще мы должны вот прожить вот эту финальную стряску, да, то есть это Венера соединится с Ураном, вот здесь любовные отношения, либо претерпят максимальную трансформацию, либо же нет. Максимальный пик 4 июля, плюс-минус недельку накидываем, вот у нас с 27 июня по 11 июля у нас как раз таки вот это соединение Венеры-Урана будет. И у нас получается 11 как раз таки июля полнолуние в Козероге. И вот у нас вот с 25 июня по 11 июля получается вот такой вот максимально какой-то такой нестабильный момент. Но как стабилизироваться здесь? Здесь понимать, куда мы идем, зачем мы идем, насколько сильны эти эмоции в нас, да, где мы не доделали, что мы не сделали, почему нас так штормит.
У львов первой декады, конечно же, здесь пойдет уже продуктивные такие решения своих вопросиков, да. Здесь начнется, конечно же, будем немножко притормаживать, эмоции будут идти впереди планеты всей, потому что у нас, ребят, на начало июля запланировано очень много движений планет. Ведь здесь, конечно же, львы первой декады будут немножко с такими эмоциями собранными, да. Львы второй декады, я не скажу, что будет очень сильно эмоционально, вот здесь в этом плане, да, здесь только нужно в любви не начудить, в отношениях с деньгами и начать их вот так вот тратить. Но Венера, в принципе, пока еще идет по Тельцу, должны быть более-менее стабильные такие эмоции, стабильные отношения, но постараться нужно не выйти из себя. У львы второй декады, кстати, ребят, скажу, что сейчас вот к концу июня и весь июль, и весь август, и весь сентябрь Лилит будет находиться, ну, на все лето, да, Лилит у нас будет находиться во второй декаде Скорпиона, а значит, будет делать квадратуру ко льва второй декады. То есть львы солнечные второй декады, либо по асценденту львы второй декады. Понимаете, Лилит будет проходиться по вашему сознанию, по вашему «я», то есть по вашей гордыне, по тем моментам, где вас можно максимально задеть. Будут складываться ситуации в жизни, где нужно будет максимально проявить стойкость духа, максимально проявить свой такой вот не напыщенный такой львовский характер, а такой благородный лев, да, статусный лев. То есть максимально, если здесь связано с репутацией, конечно же, по асценденту, если вы смотрите, то здесь связано с репутацией. То здесь, понимаете, может быть испорчена ваша репутация, если вы как-то проявите себя не так. Потому что ситуаций проявить себя не так будет очень много. Вот очень много, потому что у нас Лилит на 3 месяца во второй декаде Скорпиона. 3 месяца будет, ребят, на вас влиять. И здесь понимаете, что... Сможете ли вы все это исправить? Ну, конечно же, сможете. Надо просто не вестись на какие-то вот такие мелкие раздражители извне, потому что Лилит не дает фатальных событий. Лилит это всегда эмоциональный подтекст. Это то, что в нас давным-давно сидело. Сейчас рассказываю для львов второй декады, а то скажете мне, почему все вечно первое и третье. Вот сейчас пришло время львам второй декады максимально не сойти с этого пути. Да? Вот так вот даю план действий на все лето. Да? Вы скажете, где у нас сентябрь-лето? Астрономическое лето до 21 сентября у нас лето. Поэтому, да, смотрим. И июнь разбираем, и туда забегаем. Потому что еще коридор затмений там, чтобы не сидели, не ждали, не волновались, что делать. Вот сразу сейчас понимаем, что лето мы закрываем коридором затмений. Да? И в коридор затмений будет, конечно же, большая мощная развязка как раз-таки львам второй декады. Ну, про другие декады львов еще тоже расскажу. Так вот, раз уж начала про Лилит. Ну что, репутация, наше «я», наша гордыня, моменты, которые в нас давно сидели, в нас волновали, но мы говорили себе, да не надо в этом разбираться, да зачем, да подожду, это не так важно. Вот оно сейчас все выходит на поверхность, потому что сейчас у нас в начале июля уходит в ретроградное движение Нептун, 5 июля. И это движение до 22 октября, он еще будет в Овне, 22 октября он вернется обратно в Рыбы. Понимаете, да, историю? До 10 декабря он вообще в принципе будет в ретроградном движении. 10 декабря развернется и идет прямо по Рыбам до 27 ноября. 27 ноября Нептун выходит в Овна, и все, уже в Рыбах не будет, ребята, в наших с вами жизнях. Все, будем уже жить только с эмоциями, которые регулярно подкипают. То есть Нептун в Овне, когда эмоции не такие стабильные, когда мы можем, потому что все-таки Овен это кардинальный знак, такой же кардинальный, как Козерог, Рак или Весы. То есть если решение мы приняли, если эмоции в нас накипели, а Овен это огненный знак из кардинальных, то есть если эмоции в нас накипели,
то мы их сразу будем выдавать. То есть мы теперь уже ждать долго не будем, мы уже мириться не будем, мы уже не будем принимать, то есть вот такие подстраиваться под ситуацию, как-то вот это решать, уминать. Нет, мы будем резко. Поэтому те, кто любит вот на эмоциях Нептуна вот где-то вот так вот подстроиться, чтобы что-то выкружить, ну, то есть вы понимаете прекрасно вот эти диапазоны времени, я вам сказала, как действовать. Да? Когда Нептун переходит в Овна, то да, львы первой декады говорят, ну все отлично, творческий мотив, порыв движения, мне все отлично, мне с этим хорошо живется, потому что будет давать приятные эмоции, здесь и влюбленность приятная, здесь такие вот прям гармоничный аспект Нептуна, хорошо работаем, движемся дальше, в любовной сфере не напрягает, скелетов, шкафов нет. Это связано с Нептуном. Влияет отлично будет эта история прям вот так творчески на львов первой декады. Но у львов первой декады там Плутон в оппозиции, поэтому сильно здесь ты не разгонишься на эмоциях Нептуна. Но если держать вот, я бы так сказала, на рычагах все эти планеты и понимать, как они на нас влияют, и не выходить из себя, да, в определенный момент времени, тогда будет складываться хорошо. И да, идем дальше. 7 июля у нас Уран меняет знак. И кому становится хорошо, кто наконец-то вздыхает? Ну, во-первых, становится хорошо всем львам. Львы первой декады чувствуют как раз-таки движение в новое, устремленное движение в новое. Да? Львы третьей декады наконец-то перестает рушиться вот этот вот мир, который вот эти вот обнуления, вот эти качели. Ну, потому что на напряженном аспекте, когда заходит Нептун, заходит Уран, это такое ощущение, как будто это какой-то тотальное невезение, как будто постоянно все не то. И нужно прикладывать очень много усилий, очень много, для того, чтобы работа спорилась, дела делались, в отношениях нужно, не знаю, кульбит с тройным переворотом делать, чтобы нас поняли наконец. Да? То есть это вот так сложно. И теперь 7 июля львы третьей декады могут сказать ура, хвала, наконец-то перестала штормить. Да? Но у нас Уран на ближайшие 7 лет, 8, входит в знак Близнецы. Что такое Уран в комбо с Близнецами? Это абсолютная нестабильность. Близнецы отвечают у нас за информацию, средства массовой информации, новостные ленты, повестки дня, образование, коммуникацию, логистику, транспорт. То есть и вот это вот все начинает становиться под управлением, я бы сказала, не Близнецов, а Урана. То есть там начинает работать Уран. Что обычно делает Уран в соединении? Он начинает это все менять резко. Скажу я вам, понравится нам это или не понравится, вот те, у кого родились в натальной карте, кто привык в жизни к тотальному невезению, да, кто привык, когда все сложно, когда постоянно какие-то технические сбои, кто привык, когда все нестабильно, связь не работает, ты с этой антенкой вот так вот ходишь бесконечно, вот у кого-то все хорошо, а у тебя постоянно что-то не так сбоит, и тебе приходит постоянно настраивать вот это все. И от этого тебе все говорят, а что ты такой умный, но у тебя все не работает, у тебя все постоянно не так. Вот таким людям будет нормально, потому что их уже вся жизнь закаляла к этому моменту, понимаете, да? У кого Меркурий бит Ураном, вот тем будет хорошо, потому что это как раз-таки, ну, то же самое, да, что я сейчас озвучил. Вот это те ботаны, заучки, которые вот они такие умные, непризнанные гении, вот им станет хорошо, их заметят, да, то есть нужны будут те люди, которые были не признаны. То есть здесь, конечно же, все те инженеры, которые были без зарплаты. То есть, ребята, если вы сейчас меня смотрите, да, срочно вписывайтесь в это лето, размещайте свое резюме, прям пишите все, что вы умеете, все, что раньше был не оценен ваш труд, все ваши знания, вложенный интеллект. Вот как раз-таки размещайте на всех площадках свои резюме, мировых, локальных, неважно.
просто везде должны про вас все знать. Не то, что про вас все знать, про ваши знания, все, что вы можете. Да? Такие люди просто станут на вес золота. Все, что связано с образованием, с логистикой, транспортом, если вы в этом разбираетесь, тоже, ребят, потому что здесь заканчивается ваша черная полоса, нужно просто понять, что вот то, что вы знаете, это нужно монетизировать. Вот пришли эти аспекты, и нужно начать действовать. Львы первой декады и львы третьей. Это про вас, ребята, вот эта история, такая связанная с Ураном. Львы второй декады, у вас пока история связана с вашими страхами, переживаниями, репутацией, движением вперед, насколько социальный мир влияет на вас, и благодаря этому вы тормозите. Не тормозите, ребят, потому что понимаете, что вокруг вас вот такие люди сейчас. Ну и да, Уран уходит у нас в ретроградное движение, то есть сейчас он будет 3 градуса проходить по близнецам. 6 сентября он уходит в ретроградное движение, и до 7 ноября он будет в ретроградном движении находиться еще в близнецах. 7 ноября он вернется в Тельца, последний раз на нашей памяти, да, с вами, вернется в Тельца, и до 4 февраля будет в ретроградном движении, еще в Тельце. И 26 апреля 2026 Уран окончательно войдет в знак зодиака Близнецы. То есть смотрите, ребята, какой диапазон. Сейчас говорю львам первой и третьей декады. Вот Уран будет, да, до 7 ноября максимально лоялен к вам. То есть это будут потрясающие гармоничные аспекты как раз-таки к вам, ну, дорогие львы первой декады. У львов третьей декады перестанет вот этот шторм идти, да, уйдет вот этот шторм. Но если в этот момент разместить, как раз-таки, как я сказала уже, да, найти новую работу, как раз-таки пока Уран будет находиться в Близнецах, то есть в этот момент вы находите новую работу. Да, вы устраиваетесь до 7 ноября на новую работу, но только не закладывайте туда. То есть, чтобы вот вы сейчас вот летом нашли себе нечто новое, такое интересное, мощное, классное, да, и у вас на первые месяцы на новом месте не были штормы, потому что с 7 ноября опять будет вот этот шторм и начнет меняться, то есть вы устроитесь на новую работу, и там через несколько месяцев начнутся опять вот эти качели, но вы уже закрепились, у вас уже нормально, там будет уже перекадровка на работе, и с 26.04.26 уже опять будет нормально. То есть понимаете, да, может сложиться у вас, что это будет просто этап такой плодотворной работы на финальной петле, ну потому что 2 другие петли Урана вы уже реально вот по-настоящему прожили, потому что, судя по комментам львов третьей декады, я прекрасно понимаю, что штормы-то там были знатные. Поэтому, ребят, понимаете, что вот так компенсируют сознание движения планет, понимаете? То есть вы в этот временной диапазон входите, здесь вы максимально уплотняете свое время и силы, здесь вы понимаете, что у вас будет шторм, но вы максимально прикрыты, и вам понятен этот период, и вы знаете, что в этот шторм нужно воткнуть максимально сложный пласт работы для того, чтобы не штормило. Вот и все. А когда вы уже привыкнете, там месяц-два будет длиться этот аспект, когда вы уже привыкнете к этому шторму, вы скажете: ой, так я же новый уровень-то вообще легко выдерживаю, мне вообще классно. И тогда уже эти аспекты перестают колбасить настолько. Понимаете, как это работает? Вот так это работает. Львы первой, третьей декады рассказала, второй декады рассказала. Вот такое движение Урана. Идем дальше. Начало июля, но у нас еще никуда не делись аспекты. У нас 11 июля полнолуние в Козероге. Я не скажу, что это такой, знаете, сложный период, какой-то полнолуние, очень сложный. Нет, финал будет здесь, развязка единственное, что... У нас следом за полнолунием в Козероге идет важный момент, связанный с Сатурном. У нас 13 июля уходит в ретроградное движение Сатурн, которое всего лишь немножечко с 25 мая побыл в знаке Овна. И вот он сейчас разворачивается. Да? С 13 июля Сатурн в ретроградном движении, 1 сентября он возвращается в Рыбах.
в Рыбы. 27 ноября он вообще выходит из ретроградного движения. И уже 13-14 февраля он из Рыб последний раз выходит. Как это работает, да? Ну, то есть понимаете, что с 1 сентября, дорогие львы первой декады, у вас уйдет вот это настроение браться за тяжелую работу, вообще делать все эти сложные дела, продвигаться в работе, как-то вот уйдет вот эта поддержка Сатурна, потому что Сатурн — это планомерность, стабильность, мы знаем наш объем работы, график, что нам с этим делать. И если вы решили вписаться в недвижимость, приобрести нечто новое, то с 1 сентября эта возможность рассеиваться начнет. То есть если вы до 1 сентября впишетесь, например, в недвижимость, в ипотеку в том числе, если вы впишетесь в смену работы, новое себе найдете, львы первой декады, если у вас будет с изменением статуса, ну то есть недвижимость, работа, выход замуж, женитьба, львы первой декады тоже сюда хорошо подходят, потому что Сатурн и Нептун делают гармоничные аспекты. То есть если вы до сентября в эту историю входите, то тогда там у вас будет просто притирка. Понимаете, что вот эти штормы закончатся 14 февраля. Ну, то есть Сатурн обратно вернется в Овна, покатится и больше не вернется уже в Рыбы. Нет, на нашей с вами памяти лет через 30 опять, лет через 30 эта история вернется. То есть 29,5 лет диапазон движения Сатурна, поэтому понимаете, что через 30 лет будет примерно похожая история, только если вы за эти 30 лет сделаете свой скачок, то там, естественно, будет новый уровень. Да, но у нас почему-то люди привыкли, что если нам сейчас 30-40, то через 30 лет мы будем стары. Ну, я так не считаю, астрологические законы тоже так не считают, поэтому давайте двигаться вперед и развиваться. То есть брать лучше от своей жизни. Идем дальше. То есть понимаете, что если у вас сейчас на осень немножечко вот эта вот история гармоничная развалится, хотя осенью очень много классных аспектов других будет, ребят, поэтому я вам скажу, львы первой декады, не надо здесь расстраиваться. Здесь хорошо получится все. Просто будет притирка к новому месту жительства, к новой работе, к новым отношениям. Нормально получится. Но мы же должны как-то учиться, да? Поэтому вот, Сатурн еще идет до 1 сентября по Овну. Львам первой декады с этим будет хорошо. Вообще всем львам будет хорошо с Овном, потому что энергия Сатурна по Овну, она такая же похожа, как если бы Сатурн шел по Льву, только по Льву он бы жестко бы напрягал, да, потому что соединение Сатурна, оно всегда сильнее. А когда это трин, это благоприятный, радующий нас продуктивностью аспект. Поэтому понимаем, что немножко осенью уйдет вот это настроение продуктивной работы, когда мы делаем и все дела делаются, да. Но ничего, вернемся. И дальше, ребята, как говорится, не ожидали еще события на июль. У нас 18 июля уходит в ретроградное движение Меркурий. Поэтому все, что есть сейчас с Меркурием, решайте, потому что Меркурий сейчас во Льве, активный, мы ораторы, мы договариваемся, мы решаем все свои дела, сложные моменты, напряженные. У нас уже Венера откатится от Урана, но Венера будет складываться в квадратуре, в точной квадратуре с Марсом. Поэтому здесь у нас, конечно же, на период этого ретроградного Меркурия у нас будут свои вопросики. Они будут связаны как раз-таки наше мужское и женское, которое есть внутри нас. Поэтому здесь не жестите, не уходите в легкость, в закат, чтобы как-то решить, показать свой характер. Нет, надо сесть и поговорить. Надо прям таки четко сесть и поговорить. Ретроградный Меркурий будет во второй декаде Львов. Ребята, понимаем, да, кого будет максимально задевать этот период. И ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Лилит. Естественно, хотим мы это? Да нет, конечно, но нас не спрашивают. Период ретроградного Меркурия будет с 18 июля по 11 августа.
Кого заденет максимально львов второй декады? Вот здесь как раз-таки все наши репутации, все наши вопросики, связанные с нашим «я», вот они здесь придут как раз-таки к максимальному нашу пику. Закончится период ретроградного Меркурия 11 августа, и Меркурий будет в оппозиции с Плутоном. Поэтому здесь захочется в конце, конечно же, львы второй декады пожестить. Львов первой и третьей декады период ретро-мерка не сильно затронет, если, конечно же, вы не будете как-то соприкасаться с людьми, кого задевает период этого ретроградного Меркурия. И если же вы понимаете, что люди немножко жестят, начинают говорить дичь, из них вот так вот прям льется ругань, не состыковка со своими действиями, ожиданиями и планами. Это просто вот когда вот максимально случается вот Лилит в квадрате с ретроградным Меркурием. То есть, когда нам кажется, что люди подводят нас, но это мы подводим сами себя, тем самым вот высказывая то, что в нас давно томилось, кипело. Просто это наши страхи выходят. Это период максимально вылазки наших страхов на поверхность. Понимаете, да? Львы второй декады. Вот здесь нужно максимально красиво к этому периоду подойти, да? Но у нас, сами понимаете, июль насколько нас закаляет. И, конечно же, в период ретроградного Меркурия у нас, 24 июля у нас новый лунный цикл, новолуние во Льве. Новолуние во Льве. Здесь, конечно же, у нас уже ретромерк вошел, но это новолуние будет очень важное как раз-таки для львов первой декады. Почему, ребят? Здесь максимальная продуктивность, которую вы проявите, вот в этот период, начнете в этот лунный цикл, сложится хорошо. Если же вы решите отдыхать, тусоваться, вот как-то наметить себе какой-то такой легкий план действий, он пройдет хорошо. Но на самом деле это очень продуктивный период. Продуктивный период связанный с финансовым, связанный с недвижимостью, связанный с любовными отношениями. В любви вообще можно разобраться, почему вы иногда топите как мужчина, иногда как женщина. То есть разобраться в своих таких периодах, где мы тормозим, а где наоборот ускоряемся не там, где надо, где требуем слишком много. Да? Поэтому неважно, мужчина вы или женщина, здесь стоит разобраться, львы первой декады, навести порядок, львы второй декады в это новолуние. Ребят, здесь у вас ретро-мерк до 11 августа бушует, и после будет как раз-таки период, усвоили вы этот урок или нет, до конца августа. Поэтому, дорогие львы второй декады, когда вот вы меня, вот если в начале видео хотела спросить, почему не рассказываете так много для львов второй декады, вот оно, ребята, вот оно, ваше движение вперед, проработка всех страхов, волнений, эмоций, каких-то паттернов, по которым вы привыкли жить, да, нужно с этим разбираться, родительско-детских отношениях, почему вы не расширяетесь как лев, почему вы не растете как лев, да, проверка нашей гордыни, проверка нашего «я», нашего сознания, наших амбиций. Максимально будет задевать, конечно, Солнце, Меркурий здесь будет еще в нас работать, и говорильный жанр будет на максимум. Поэтому будьте аккуратны. Наспор будет из вас литься то, что лучше бы не лилось. Поэтому вот такая история. Львы третьей декады у вас пока, ребята, без изменений. Вы кайфуете от отсутствия штормов Урана. При этом здесь скажу, ребят, что нужно, конечно же, готовить себя максимально к движению вперед. Но я понимаю, что вы устали. Поэтому львы третьей декады, если вам захочется отдохнуть, отдыхайте, что уж здесь делать, да? Потому что все-таки осень будет на таких мощных историях. Но если вы уже решили, запланировали себе такое мощное движение вперед, потому что отсутствие напряженных аспектов это уже тоже событие, потому что если последние 1,5 года эти аспекты штормили, да, то сейчас, конечно же, хотелось бы сделать такое что-то продуктивное. Многие, конечно, уходят просто в такой релакс.
не расслабляйтесь сильно, да, то есть сделайте что-то важное для себя, чтобы потом понимать, что это время, не вернулись опять те же качели зимой. А зимой большая вероятность, по аспектам уже рассказала, что Уран возвращается. И это, конечно же, история, которая снова будет 7 ноября актуальна для львов третьей декады. Но идем дальше, ребят. У нас конец июля, и складывается на небе такой бисекстиль. Такая очень мощная конфигурация, которая, я почему говорю, что у нас осень будет классная, потому что складывается бисекстиль. Это Плутон в трине с Ураном, и при этом на секстилях с Сатурном и Нептуном. Прекрасная денежная конфигурация, благоприятно, очень благоприятно, если много делать, прям вложиться в себя, вложиться, сделать свой максимум, да, вот выжать из себя, то тогда получится очень хорошо. Очень хорошо, поэтому я и, собственно, и говорю, что должно получиться нормально. То есть тот самый уровень, который хотелось взять, его получится взять. Здесь будет до конца 2025 года этот бисекстиль работать, и это хорошо. Я на самом деле так считаю. И это аспект больших денег, это конфигурации больших денег. И, ну, конечно, более подробно расскажу уже в осеннем гороскопе, да, кого в какой момент будет это задевать. Но вообще, в принципе, влиять будет на всех львов. Поэтому, дорогие львы, давайте без вот этих эмоциональных качелей, разбирайтесь со своими страхами, переживаниями, со своими усталостями от Урана в том числе. Надо двигаться вперед. Пройдет все равно это время, мы очень сильно ускоримся, и потом будем сожалеть, что мы не схватили вот эту удачу за хвост, да, а ее надо брать. Идем дальше. Конец июля. У нас складывается в небе такое очень мощное движение. Марс входит у нас в оппозицию с Сатурном в соединении с Нептуном. Это аспект конфликтности. Сразу вам скажу, аспект конфликтности, здесь еще Венера на квадратурах, вот к этой оппозиции, да, это аспект конфликтности. Но очень хорошо получится не конфликтить и совсем разобраться у львов третьей декады. Вот хорошо, да, у львов третьей декады, ну, потому что, ребята, уже Уран, как говорится, проехался, и вы уже с таким осознанием, ощущением движения вперед, вы уже совершенно другие, да, и это у нас заканчивается июль, начинается август. Сложно, напряженно, мощно. Я не скажу, что будет для каких-то других львов, но просто для львов третьей декады это будет максимально вот так понятно. То есть это история, то есть либо вы примеряете, да, вот, применяете в свою жизнь, принимаете вот это решение, да, жить вот получше в любовных отношениях, либо вы понимаете, да, вот этот вот статус, какой вы хотите, что вы хотите от своей жизни, работы, карьеры, да, то есть для вас, я бы так сказала, вот этот аспект сложит все эти мысли июля, которые будут нагнетаться, накладываться друг на друга, и здесь вот, конечно, не надо выходить, говорить, что так я устал, я ухожу, мне надоело, я вот все, да, то есть здесь не должен быть такой результат точки кипения, здесь должен быть наоборот такой максимально продуктивный результат, когда вы поняли, ради чего было многое принесено в жертву, да, то есть много ваших сил положено на это, да. Поэтому здесь львы третьей декады придет как раз-таки вот это самое осознание. И тогда скажу, что как раз-таки у нас грядет полнолуние. У нас грядет полнолуние 9 августа. Полнолуние, естественно, в Водолее. Вообще, в принципе, львам должно сложно даваться полнолуние, но скажу, что львам второй и третьей декады хорошо дастся это полнолуние. Ну, львам второй декады посложнее, правда, да, потому что здесь максимально точный аспект в Лилит будет на Солнце. И здесь, конечно же, ретромерк вот проехался уже, да, то есть если вы наговорили лишнего, вот постарайтесь исправлять ситуацию. Нет задач невыполнимых, знайте это, да. И львы третьей декады, для вас очень хорошо сложится это полнолуние. Здесь должен такой быть плацдарм, движение вперед, развитие вперед. Мне хочется вот так классно, и тогда после вот этого отрезка у нас наступает 2 недели для львов третьей декады, хороший момент отдыха, расслабления, поездок, путешествий. Ну вот хотите отдыхать, отдыхайте, хотите работать, и работайте, и будет хорошо все складываться. Хотите деньги тратить, тратьте деньги, будет тоже хорошо. У нас в этот момент и
Венера складывается в соединении с Юпитером. Здесь такой очень хороший момент гуляний, свиданий, встречаний. Для Львов второй, конечно, декады этот момент будет сложноватый. Почему? Потому что во-первых, на небе конфликтный аспект, да, не так он сильно плохо складывается на Льва второй декады, но подсознательно Лилит в квадратуре ко Львам второй декады будет давать такой осадочек, что что-то не то, что-то не так. И мы сами будем подсознательно себе притягивать не тех людей, которые будут отыгрывать у нас те самые непроработанные наши качества, которые нам не нравятся, от которых мы бы и рады отказаться, но так привыкли с ними жить по жизни. Это же наши защитные такие барьеры, понимаете, да? И то есть вот здесь Львы второй декады могут притянуть себе не тех. Хотя здесь тоже еще нужно смотреть, может, наконец-таки тех, потому что именно эти люди способны разгрести весь этот хлам, потому что будут, хлам в нашем подсознании, потому что постоянно только их терпение будет регулярно указывать нам на наши плохие такие качества, которые нам же и мешают. Поэтому здесь Львы второй декады, здесь еще нужно точечно смотреть, тот ли человек с вами рядом или не тот, потому что бывает только выйдя за определенного человека замуж или женясь на нем, мы понимаем, что только этот человек способен нас поднять, то есть разобрать наши завалы в нашей голове, в нашем сознании, в наших привычках. И это такой, знаете, тонкий момент. Но многие любят вот этого не делать, потому что в одного живется проще. Да? Ну и Львы первой декады, скажу, что август начнется, и вот это вот полнолуние во Льве для вас очень хороший период. Здесь главное не высказываться там, где не надо, потому что Меркурий будет как раз-таки ретроградный, то есть весь вот этот период, да, с 18 июля до середины августа, он такой сложится, вот так накипит, я бы так сказала. Здесь просто нужно мудростью понять и раскидать, что вот оно так случается, оно так происходит, мы это проживаем и идем дальше. И тогда ближайшие 2 недели для Львов первой декады сложатся потрясающими, сложатся классными. Хотите отдыхайте, хотите путешествуйте, хотите расслабляйтесь, да, хотите деньги тратьте, образ, имидж меняйте. Тоже получится хорошо. Главное не смотреть на соседа, как у него, и тогда будет хорошо. Потому что если мы смотрим на соседа, то мы его копируем. А надо себя копировать, надо делать, как нам хочется. Понимаете, как это работает? Вот так это и работает. Только когда мы делаем, как хочется нам, мы проживаем свою жизнь. Когда мы смотрим на других, на соцсети, мы проживаем что-то другую жизнь. И получается, что мы себе такую же вещь купили, сделали себе такое же лицо, а мы-то несчастны, точно так же остались. Потому что наше лицо, вот оно у нас красивое такое, и мы с ним живем. Понимаете, и наши привычки – это наши любимые привычки, и наши желания – это наши желания. Ну, а если следовать другим, то тогда, ребята, 23 августа. 23 августа – начало нового лунного цикла. Я не скажу, что это какой-то сложный период, нет. Но к этому моменту у нас на небе складывается Уран в квадратуре Солнцем и Луной. К новолунию у нас подключается Уран. То есть это когда мы хотим выйти за грани. Новолуние у нас в Деве, когда мы четко уже понимаем, кто мы, про что мы, у нас вот эта вот летняя вот такая составляющая из нас выходит. Да? Здесь Уран нам прям таки говорит, ну что, мы себя прокачиваем или мы ускоряемся в действии, в развитии, да, потому что у нас к этому моменту складывается Венера в оппозиции с Плутоном. И вот еще буквально неделька Венера перейдет в знак Льва. И нам, конечно же, хочется вот себя таких красивых львов поднимать. И надо так делать, ребят. Нужно максимально комфортно быть с собой. Поэтому последняя неделя августа мы сами решаем, как она у нас будет. То есть либо мы уходим в новое развитие, активность, либо мы соответствуем кому-то, либо мы начинаем опять копаться в своих отношениях. И вот этот август получается, где мы там в период ретроградного Меркурия наговорили, вот были все эти нестыковки, да, то есть в нас накипело, и у нас вот это вот сознание, все, мне надоело, я устал, я ухожу. Плюс еще Венера в оппозиции с Плутоном, когда терпишь, а потом начинаешь просто все крушить. Не надо так делать, надо просто подойти и сказать так, у нас вот как-то вот сложилась неудачная ситуация, надо бы вот это аккуратненько решить. Давай вот, чтобы тебе хорошо и мне.
и тогда, правда, всем будет хорошо. Ну, потому что эти аспекты длятся всего неделю. Вот всего неделю. Наступает 1 сентября, и уже совершенно не такая плотность у этих аспектов. У нас, конечно же, 1 сентября еще и Сатурн из Овна выходит в Рыбы. Останавливается вот этот Уран, потому что 6 сентября он уходит в ретроградное движение, помним, да? У нас останавливается Уран, и все, что было связано, вот эта история с Ураном, с новым, старым, я устал, я ухожу, становится как будто, знаете, переходит в такую фазу, когда мы в ней зависаем, и дела не движутся никуда. То есть 1 неделя, 2 неделя сентября, вот в таком состоянии у нас у всех. Поэтому я вам и говорю, на последнюю неделю августа не надо вот эту историю. Вот еще в начале августа это уладьте вот эту историю. Понимаете, с любовными переживаниями, вот со своими работами, новое, не новое. Лучше вообще в июле вот с этим совсем разобраться и не тянуть до августа, понимаете, потому что сейчас на 2 недели сентября мы вот так вот остановились, и здесь станет понятно, потому что у нас 6 сентября Уран уходит в ретроградное движение, рассказывала, а 7 сентября у нас начинается коридор затмений. Приплыли. Коридор затмений у нас начинается на убывающем лунном цикле. Начинается у нас с полнолуния в Рыбах. Как будет влиять на всех? Ну, по-разному, ребят. Будет влиять на всех по-разному. Максимально, конечно, ну, здесь вскроются вопросики у львов 2 декады. Венера находится во львах 2 декады, делает четкую квадратуру к Лилит, естественно. Все вопросики, тайные, потаенные желания в любви, в себе, как мы проявляемся в любви, здесь, конечно же, история будет такая достаточно сильная, с переживаниями. И коридор затмений, который закончится 21 сентября, будет на этой волне у львов 2 декады. У львов 1 декады, да, ребят, я не скажу, что у вас будет как-то вот так очень эмоционально. Нет, просто вы почувствуете вот эту просадку ухода Сатурна, то есть планомерность действий уйдет. Останется Нептун, только такое творческое движение, движение по вдохновению, и это будет слегка вот этот вот план рушить, да, потому что у нас еще в 1 неделе сентября Меркурий будет в квадратуре с Ураном, да, но в принципе здесь единственное, что будьте аккуратны за рулем. Это я сейчас всем львам говорю, да. То есть у нас будет такой аспект, который не очень-то благоприятное движение за рулем, да. И плюс еще у нас Марс будет в квадратуре с Юпитером, когда вот мы будем наши претензии разгонять и предъявлять близким, окружающим, вторым половинкам и на работе в том числе. Будьте аккуратны, пожалуйста, потому что у нас к концу коридора затмения, это я сейчас говорю львам 1 декады, львы 3 декады, ребят, у вас еще нормальное состояние до 7 ноября, пока Уран идет по близнецам. Но все-таки уже в октябре начнет ощущаться вот это настроение. То есть коридор затмений закончится, неделька другая, и будет чувствоваться опять приближение Урана к Тельцу, и будет складываться опять квадратура ко львам 3 декады. Поэтому, в принципе, для львы 3 декады коридор затмения, вот это как раз-таки момент осознать, что же я на самом деле хочу. Только если вас все другие люди не будут из баланса вот этого выбивать, да. Поэтому для всех по-разному коридор затмений начнется и закончится вот 21 сентября. Очень, так я скажу, что закончится мощно, мощные вот эти любовные переживания у львов 2 декады закончатся. Львы 1 декады, ну, уже будет чувствоваться вот приближение Нептуна, тоже будет уходить даже работа по вдохновению, будет вот так вот она уходить. Здесь, в принципе, для вас будет такой толчок, да, роста движения вперед, львы 1 декады, потому что все-таки у нас мощная такая основная составляющая будет как раз-таки делать и благоприятные аспекты, да, к вам. И будет складываться как раз-таки, опять у нас квадратура Марса-Плутона. То есть вот этот аспект, который был с нами, да, в прошлую осень, только там был Марс в оппозиции с Плутоном, да, и весной 25 года тоже там был
аспект Марса с Плутоном, а сейчас у нас квадратура. То есть это повторение вот этих эмоций, где не доделали, ребята, где смолодушничали, да, где остановились. Поэтому здесь такая, я бы сказала, львов второй декады отпустит коридор затмений, львы первой и третьей декады, ребята, финальная такая мощная история, львы первой декады еще не доходят вперед, то есть еще не подгружаются все остальные планеты, только на разрушающей силе Плутона. Львы третьей декады, нужно до коридора затмений сделать все, что связано с работой, рокировкой, изменением, план движения вперед наметить, что в коридор затмений вот пройти как раз вот эту вот состыковку характера в новом месте и в новых отношениях в том числе. Поэтому немножечко потрясет в коридор затмений, немножечко заденется наше я у львов второй декады, и не обрушьте свою репутацию, не наговорите лишнего, дорогие львы второй декады, в коридор затмений. Зачем вам это? Потом уходят аспекты, Лилит уже все, заканчивается коридор затмений, Лили входит в третью декаду, в декаду Скорпионов и будет делать уже до конца 2025 года квадратуру к Солнцам львам третьей декады. Поэтому вот здесь, дорогие львы третьей декады, я вам и говорила, что летом нужно максимально много нового сделать, интересного, классного, чтобы вот как раз таки конец года уже не на панических атаках и страхах идти, да, то есть из страха что-то делать, а чтобы вот уже прийти, а там уже потом разбираться, почему у вас не получается новый уровень. Ребят, надеюсь, рассказала доступно и понятно. Очень много составляющих, очень много аспектов в это лето. Осенью будет точно так же, поэтому, собственно, и гороскоп такой долгий. Если вы досмотрели это видео до конца, я вас благодарю. Вы молодцы, вы стойкие. Знаете, что нам для движения вперед нужно будет терпение. Да, хоть и у нас Сатурн будет идти по Овну в 2026 году уже, да, в 2026, 27 и серединка 29, это все-таки будет очень продуктивное время для львов всех декад. Поэтому, дорогие львы, намечайте план на будущее только с продуктивностью, только с подъемом социального статуса, финансов, денег, семейной составляющей, да, то есть здесь только везде масштаб движения вперед. Не нужно в страхах своих вариться слишком долго, это всего лишь страхи, они сделаны для того, чтобы нас остановить, а нам нужно их себе честно выписать на листочке, сказать: так, теперь я тебя контролирую, когда мне это нужно, и все. Мы все, когда знаем свои страхи, нам идти вперед хорошо и легче. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю всем продуктивного лета, классного вхождения в осень. Я вас к нему подготовила. Ну а дальше встретимся в новых видео и увидимся там. Пока-пока.